Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Всем добрый день. Дроны летят, все ждут перемирия, будет не будет. То, которое с 8 по 9, то, которое с 6 числа, с 0 часов, не сработало окончательно. Об этом заявляет Зеленский. Говорит, будем смотреть, зеркально отвечать. А зеркально это как? И, собственно, чего ждать на майские праздники? Уж многим, не только там украинцам, не только россиянам, но и москвичам. Ну, москвичи, конечно, в тревоге, потому что, собственно говоря, есть официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации, есть заявление руководителя департамента информации Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая более широко или более глубоко объяснила ситуацию. И прежде всего Захарова обратилась в посольство иностранных государств, которые находятся в Киеве, и она предупредила их, что им не удастся спрятаться за ситуацией. И, собственно говоря, тот посыл, который был от военного ведомства России, она его усилила и направила, руководителям посольств и работникам иностранных посольств, потому что выглядит так, что вот эта ситуация сегодняшняя, если проводить параллель, она похожа на тот февраль 22 года, да, когда началось широкомасштабное наступление, в России называется СВО, на Украине война. И тогда были предупреждены, кстати, посольства иностранные. Я помню, что как в первую очередь мне позвонил мой приятель, киевлянин, еврей, он говорит, что Рабин или кто-то от Рабина, киевского, им написал СМС, что собирайтесь, валите из Киева, а лучше всего из Украины. То есть это еще было до официального предупреждения посольства Израиля. А дальше уже послы, мы помним, и Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, да и другие, предупредили своих граждан покинуть город Киев и покинуть Украину. А украинцы, к сожалению, тогда не были предупреждены. Нам говорили о том, что, слушайте, а что вы волнуетесь, готовьтесь к шашлыкам. Да? То сейчас ситуация, она немного похожая, но она хуже выглядит, потому что есть предупреждение. Одно самое важное, вы спросили о москвичах. В Москве плохая связь. Связь действительно прерывистая, то есть иногда работает. На Телеграме иногда даже есть российская система МАКС, она периодически работает, периодически нет. Даже тяжело смс-ки получать. То есть я говорю о реальной ситуации, которая сейчас есть, без всякой пропаганды, без всякой, информационной войны. Ну и плюс, если посмотреть сайт мэра Москвы Собянина, надо отдать ему уважение и должное, что он информирует о каждом налете на Москву, он тут же информирует население, да? То есть сколько там за сутки 12 было, или там 20, или уже даже больше 20 на сегодняшний день, об этом всем, мэр Собянин информирует. Поэтому атакуется Москва, атакуют другие города, перебои в работах аэропортов, практически, скажем, некоторые аэропорты вообще не работают, а некоторые работают с перебоями. Поэтому ситуация тяжелая, ситуация напряженная, что касается Москвы и москвичей. Ну и что касается общей ситуации, вы говорите перемирие и тишина. Я смотрю, слушаю Зеленского, как по мне, может, вы меня поправите, я до сих пор не слышал его четкого определенного ответа. Так он за то, чтобы перемирие 8 и 9 мая наступило, или он еще пока колеблется? Или он объявил режим тишины с 5 на 6, сам же его нарушил, а сейчас с 7 на 8 что будет? То есть я не вижу четкой, понятной ситуации у Зеленского, и я думаю, что не только я не увижу, а и никто не увидит, потому что он сам висит на таких крюках, и столько разных игроков на него давит, что он, когда ты слуга многих господ, ты порой не знаешь, собственно говоря, как сказать.
да или как сказать нет. Поэтому приходится ему мычать, вот это вот что-то там шевелить губами, но определенной позиции я его не видел. Касательно киевлян и предупреждения жителям столицы Украины, я бы к этому предупреждению отнесся серьезно. Без всякого, знаете, там, скажем, алярма, без всякой пропаганды, без всякого нагнетания ситуации, я бы всем людям, которые проживают в центре Киева, посоветовал на этих днях поехать на дачу, я не знаю, к гостям, к друзьям, но не быть в Киеве. Ну, смотрите, тут же тоже очень интересный момент. Во-первых, Россия так никогда не делала. Ну, то есть не было такого предупреждения. Только единожды Путин обмолвился, что когда Орешник вот это вот Да, испытывали или били там... Испытывали, почему я говорю? Потому что без боевой части Орешник дважды прилетал по Украине. Говорилось, что мы предупредим, чтобы оттуда ушли. Поэтому все как так вот угу, думают, что, может, Орешником по центрам Киева долбанут. Но тут вопрос в другом. А, Предположим, долбанули по центру Киева. Действительно ужас, кошмар, там, разрушение. Понятно, что, наверное, там все не, ну, все не уедут. Ясно, что жертвы. Это, конечно... Но что это изменит? Что это изменит в войне? Вот тут же, понимаете, главный-то момент. Вот мы как на площадках, есть же разные площадки. Я думаю, вам тоже попадался Гордон, там, конечно, Фейгин, какие-то вот эти да, товарищи. Они прям упиваются вот этим. Москва, да. вот, сейчас там в дыму, это все так классно. Ой, а что в соцсетях делается? Так там вообще хоть просто, ну, не знаю, топор вешай. Сидят разные там гадалки Таро раскладывают. О, ура, прям ухахатываются. Но что это меняет по сути? Сегодня выходит Песков, говорит, Россия готова к переговорам. Ну, то есть спасибо США за посредничество. До этого Рубио с Лавровым поговорили. С кем Угу. разговаривал Зеленский? Ну, с европейцами, понятно, он с Еревана как бы вернулся. Ну, а так, если так разобраться, да. Вот вы говорите, Зеленский на крюках, зависит его мнение от многих. От каких многих? Зависит ли от США? Или США от него вообще оторвались? Если США не влияют никаким образом сейчас на это решение, или там на Зеленского, то а что там к ним Россия так, скажем так, пристала к американцам, что такие вот посредники через них о перемирии там заявляют, Трампу нравится идея, ну и так далее. Зачем тогда этот механизм, раз он не рабочий в плане перемирия? И главный-то вопрос – что это изменит? Ведь как ни крути, будет удар обоюдный, не обоюдный, не будет ли никаких ударов, и действительно с 8 по 9 будет, ну там, что-то, может, будут срывать, но в принципе будет тише, да, потому что, давайте честно, тише, вот, 6 число, 7, ну, тише, не так, как до этого, я имею в виду удары России по Украине, но все равно же наступит 10 число, все равно же наступит Да, продолжение войны. все правильно, Саша, вы задаете вопрос. Ну, давайте так по порядку, спокойно, как вы и умеете, рассудительно. Во-первых, Москва живет своей жизнью, абсолютно гражданской, не военной, абсолютно своей спокойной жизнью. Здесь все работает метро, работает общественный транспорт, парки просто блестят от порядка, от чистоты, солнышко вот, потеплело, вот уже третий день, даже сегодня в Москве жарко, поэтому Москва живет абсолютно спокойно своей жизнью. Касательно ударов по Москве, да, по факту на этой неделе был прилет одного беспилотника в жилое здание недалеко от студии Мосфильм. Жилое здание, я знаю, где это место находится. Действительно, туда беспилотник попал. Больше по жилым или нежилым помещениям в городе Москва ударов не было. Я бы хотел передать привет всем Василий тем, Василий кто... Дмитриевич, как Да, символично, да, актер Зеленский, да, Мосфильмовская. да, все правильно. Все. Саша, во всем есть свой символизм, 100%. Причем, понимаешь, дело вот в чем. У нас, как бы, когда я смотрю новости, вот, и не только новости, а и те фамилии, которые вы назвали, и те фамилии, которые там другие еще называют, меня коряжит вот от чего. Я хочу всем моим землякам, всем киевлянам в первую очередь, ну, по крайней мере, я хочу выразить такую надежду и сказать простыми словами, дай Бог, чтобы в Киеве была такая жизнь, как в Москве.
Но не наоборот. Не наоборот. Потому что Москва живет абсолютно спокойной жизнью. Я в Киеве прожил больше 40 лет. Я бы очень хотел, чтобы в Киеве была такая же спокойная жизнь, как до всего этого бардака, который я бы назвал еще до 2013 года. Да? То есть Киев ухоженный город, там симпатичные люди. Я знаю его как своих 5 пальцев. И я бы очень хотел, чтобы жизнь в Киеве прямо с сегодняшнего дня была ровно такой же, как жизнь в Москве. Теперь касаемо политики. Понимаете, анкоридж и дух анкориджа, что это значит в переводе на простой язык? Владимир Путин, президент России, встретился с президентом США летом прошлого года. У них были переговоры. Переговоры прошли в хорошей обстановке, и со слов знающих людей, которые понимают именно и американцев, и россиян, дело было так, что президент США Трамп сделал свое предложение Путину, какое-то очень серьезное предложение, и был расчет на то, что Путин начнет торговаться, мол, знаете, взять паузу, брать или там еще что-то. Но удивление Путин сказал: да, мы согласны, но выполните, давайте мы выполним свою работу, вы выполните свою работу. И вот этот дух анкориджа, он до сих пор работает. Что-то мы не видим, что-то мы не понимаем. Но вот переговоры, вот просто берет Лавров, министр иностранных дел, и звонит своему визави, министру иностранных дел, переводя на наш язык, Марко Рубио. Он там по-другому называется, но по сути это глава внешнеполитического ведомства. Вот они поговорили между собой. Идет общение постоянно на уровне советников. Постоянно говорит, делает какие-то заявления Ушаков, Песков. Ну, Ушаков — это советник Путина, да, который тоже вот этот трек ведет и озвучивает его очень часто. Да? Вот. Идут переговоры постоянные звонки телефона между Трампом и Путиным. Поэтому стороны, я имею в виду две стороны, Россия и США, они сотрудничают, они общаются. Я уже не говорю о особенной роли Кирилла Дмитриева, который ведет то, что называется бизнесовый проект или экономический. Что тут получается, что тут не получается, я на этом не хочу акцентировать внимание, я лишь говорю о том, что переговоры идут и разговоры идут. Неважно, об Иране они говорят, об Украине они говорят, о Китае, они говорят о двухсторонних отношениях. Это не имеет значения, имеет значение то, что они переговаривают. И в том числе я акцентирую внимание о том, что изначально информация о перемирии на День Победы прозвучала в разговоре или после разговора Путина с Трампом. И Трамп поддержал это перемирие. Что произошло дальше? Это интерпретация всяких пропагандистов. Я не хочу интерпретировать эти вещи. Другое дело, когда мы спускаемся на уровень реальной войны. Вот Зеленский встретился, с кем он встретился? Он встретился с руководителями европейских стран, был там представитель Канады. Вот на этой встрече я бы ее параллельно, немного обсудил и сравнил бы ее с недавней встречей в Венгрии, когда была такая же ситуация политическая за несколько недель до выборов парламентских, а в Армении парламентские выборы, где партия Пашиняна хочет победить. А вот ровно такая же ситуация была в Венгрии, где были выборы, где Орбан хотел победить. И кто приехал в Будапешт? В Будапешт приехал вице-президент США Венс. Соединенные Штаты Америки приехали в Будапешт, в одну из стран Европейского Союза, для того, чтобы поддержать Орбана. Мы там видели хоть одного из лидеров Европейского Союза? Нет. Мы видели там Зеленского? Конечно, нет. То есть и Европа, и Зеленский объединились с целью скинуть Орбана, а США поддерживали его. Теперь мы смотрим картинку в Ереване. Приехали все руководители Европы, да, почти, кроме Мерца, и приехал Зеленский. Но мы не видели там представителей Соединенных Штатов Америки. Хотя посольство США там самое большое, я имею в виду по площади и по составу. Америка говорит, мы отдельно. И вот когда я говорю, что Зеленский слуга многих господ, Зеленский конкретно и четко смотрит в рот Трампу и говорит: дай мне разведку, дай мне, пожалуйста, связь и дай мне оружие, которое для меня покупает Европа. Вот дай. Зависим Зеленский от
Трампа? Конечно же, зависим. С другой стороны, Трамп не дает Зеленскому деньги напрямую. Дает Европа. Это же впервые прозвучало недавно, когда Европа устами Урсулы фон дер Ляйен сказала, мы будем напрямую финансировать вооруженные силы Украины. Не только, скажем, экономику страны, не только оружие покупать для Украины, а мы непосредственно даем деньги для ВСУ. Они и раньше это делали, просто скрывали. А теперь Европа полностью взяла на себя обеспечивать вооруженные силы Украины деньгами и всем, что нужно, боеприпасами, беспилотниками, всем-всем-всем. Да? Европа покупает у Соединенных Штатов Америки для Украины оружие, ракеты, снаряды и так дальше. И Европа с третьей стороны говорит, вот вам кредит, вот этот из 90 миллиардов, да, расширяем, вы должны еще провести реформы. И мы, может быть, после реформ вас возьмем в Европейский Союз. Вот второй крюк, на котором висит Зеленский. Отдельно есть крючок, но он очень важный. Это Великобритания, которая как бы, она, во-первых, дает оружие для Зеленского, во-вторых, есть совместное производство. Кстати, в странах Европы тоже есть совместное производство беспилотников и так дальше. И они отправляют для Украины. И плюс Британия, ну она же всегда хитрая, она взяла, приехала в Ереван и говорит, Стармер, я тоже хочу эти денежки, эти бюджетные, которые есть у Европы, дайте их и мне. Просто здесь разница между Европой и Штатами вот в чем, что и Штаты, когда выделяли деньги в свое время, мы помним, да, при Обаме, выделяли деньги не для Украины непосредственно. Часть шла на Украину, а часть шла на восполнение своего ВПК. Блинкен, он недавно вынырнул, как черт из табакерки, по-моему, сегодня я читал его интервью, он бьет себя в грудь, да, говорит, мы помогали Украине, но деньги в основном шли для ВПК США. А Европа тоже часть денег выдает для Украины, но часть хочет запустить свое производство. И вот эти крюки и эта зависимость, вот когда вы меня спросили, да, я вам ответил. Теперь что дальше? Что произойдет, если 9 мая наступит, 10 мая? Что дальше? Вот что дальше? Может быть такая, Саша, ситуация, и я бы хотел верить в это, что риторика, пропаганда, которая идет с обеих сторон, да, она сейчас нагнетается в одной связи. Для россиян, вот я прожил всю свою сознательную жизнь на Украине. День Победы лично для меня это был праздник. Но это мы не понимаем до конца на Украине, что этот праздник означает для россиян, для многих россиян. Я не говорю для там какой-то части людей, которые выехали за границу. Нет, для простых россиян. Я когда сталкиваюсь, у меня очень много знакомых русских, именно русских. Я спрашиваю, какие праздники у тебя, вот какие там дни, вот скажем, ну кто-то говорит Новый год, Победа, день рождения. Кто-то говорит Победа, там 8 марта, день рождения. Или кто-то говорит Победа, Новый год. То есть термин Победа – это сакраментальная, это ценная сущность, которую россияне, и особенно русские, воспринимают на уровне подсознания. Это скрепа, которая есть внутри очень многих россиян и очень многих русских людей. То есть для них праздник Победы – это реально вот как семейный праздник, как личная ценность. И зная это, именно тематика, которая, это же не первый раз раскручивается. Мы помним в прошлом году, когда был юбилей Дня Победы, была такая же, там, скажем, истерика. А мало того, сейчас есть нечто схожее. Я когда читаю прессу, особенно украинскую, вот Шойгу, значит, хочет возглавить восстание, которое сметут Путина. Ну, понимаете, это не то, что бред. Если бы вы знали, кто такой Шойгу и каких у них отношений. Вот Путин там в бункере. Подождите, Дестуть, это очень... Восстание Шойгу, Саша, это прям очень интересно, слушайте. Восстание Шойгу. Так что, смотрите, у него все мотивы есть. Его всех замов там попересажали, вот это перетрусили Саш, Минобороны. Я понимаю, у него путь, да, либо я тебя веду к прокурору, либо ты меня к ЗАГС, или так, наоборот, да, как-то, либо я ее в ЗАГС, либо она меня к прокурору. Но на самом деле смешного мало, знаете в чем? Потому что я закончу мысль. Так вот, зная это, Зеленский же упивается чем? Вот мы не дадим провести Путину парад. Буданов и все вот эти вот дальше. Даже вот этот неонацист Серненко возбудился.
Вот. Хотя почему даже, они там всегда возбуждены. Вот, значит, надо, вот День Победы. Да, действительно, День Победы для русских и для россиян – это праздник внутренний, это праздник их личный. Нагадить им, понятное дело, что будет реакция какая-то. Но с другой стороны, если мы уберем этот пафос, это тяжело очень убрать, потому что на Украине пропаганда и реальность живут вместе. Это одно целое. Пропаганда проистекает из того, что находится в умах и глубоко внутри украинцев, а потом она же влияет на их сознание. Поэтому нельзя рассматривать реальность и пропаганду на Украине раздельно. Но я попытаюсь сказать свое личное мнение. Смотрите, Саша, Россия предложила перемирие 8-9 мая. Это же компромисс. Разумные люди, критически мыслящие люди понимают, что 8 мая для Украины и для всей Европы это тоже праздник. Они тоже отмечают окончание Второй мировой войны. 8 мая. Они называют это Днем примирения. Окей. Но это не окончание Второй мировой войны. Не окончание, да. согласен. В Европе, согласен. да. Второй мировой в Европе, да. Спасибо, четко, спасибо большое. Да, окончание Второй мировой войны в Европе. Они говорят, это Днем примирения. Но это для них тоже праздник. Они думают, осмысляют. И Россия говорит, 8 для вас и 9 для нас. Пожалуйста, примите. Критически мыслящие люди в Европе говорят, для нас нормально, нормально. Для России нормально, нормально. Принимаем. Но есть одно но. Это но называется Зеленский. И это но не просто Зеленский. Это но называется нынешняя власть на Украине. Она появилась еще до Зеленского. Что значит это но? Когда-то, я же жил на Украине, я работал, я там состоялся. И когда я начал понимать, что, послушайте, а Украина во времена Великой Отечественной войны не была победителем. Она не была и проигравшим. Она была жертвой. Вот Украина стала жертвой вот этой войны Сталина с Гитлером. Мы жертва. Я вначале не понял, стоп. Какие нафиг мы жертва? Мы, украинцы, мы, люди, которые жили у Украинской Советской Социалистической Республики, были составной частью Советского Союза. Мы, наши предки, взяли оружие, пошли убивать фашистов. Здесь все просто. Раз, два. Мы фильмы смотрели, я в детстве смотрел фильмы, и мы потом играли, мы и немцы. Да, то есть мы на этом, это в каждой семье мы видели фильмы, мы знали историю. И тут сейчас ухилянты и ТЦКшники, да. Вот, а тут ухилянты и ТЦКшники. Сейчас мы к этому вернемся. Давай закончим здесь. Так вот, вдруг Украина начала из себя лепить жертву. Мы жертва. То есть Украина, нынешняя режима Зеленского, она не победитель, но она и не проигравший. Она жертва. Она говорит, Россия, вы на нас не должны нападать, а Европа, вы нам должны давать деньги. Отлично устроились, мы же жертва, платите нам. Одну секундочку, смотрят на них израильтяне, те же евреи, которые на Украине, но которые приехали в Израиль. Говорят, не, украинцы, какая вы нафиг жертва? Это мы жертва, это против нас был геноцид. Украинцы говорят, так мы тоже жертва, мы тоже хотим геноцида. Суть. Это блеф. Нельзя переворачивать историю. Если ты победитель, значит, ты народ-победитель. Ты составная часть народа-победителя. Все. Если ты проигравший, как вот немцы сейчас, да, деньги на войну, давайте, может быть, мы отомстим. Их понятно, у них память историческая, их надо просто было возбудить. Я не знаю, насколько раскрутят эту тему. Итак, с какого перепугу вдруг Украина стала жертвой? С какого перепугу украинцы стали жертвой? Поэтому теперь это все уходит. Значит, Европа не хочет, чтобы она воевала с Россией. Европа не хочет, чтобы ее бомбила Россия. Конечно, не хочет. Но Европа дает деньги для того... Так ее бомбит Украина. А вот это вот... Давайте тогда, значит, здесь мы закончим, что когда Зеленский провоцирует Россию в День Победы, он обязательно получит ответку. Проблема вот в чем, Саш. Что, на мой взгляд, не Зеленский получит ответку, а получат люди, получат киевляне и другие люди. Я не хочу этого. Я категорически не хочу, чтобы была ответка Москвы по Киеву, ровно как я не хочу, чтобы была провокация. Это моя позиция. Теперь вы перешли на такую тему. Раньше были полицаи, а сейчас ТЦКшники. Люди на Украине сравнивают ТЦКшников с полицаями. Полицаи немецкие, то есть когда немцы оккупировали Украину, ведь тут очень важный момент.
Украина была вся оккупирована. И дважды по территории Украины прошлась война. Россия не вся была оккупирована. Там, скажем, Липецкая область. Дальше фашисты не дошли. Значит, им дали по сусалам и выгнали нафиг. А вот Украина сейчас говорит, слушайте, мы вот когда жили, як кажуть, там, при Гітлеру, чи там ще при кому, тут черт его назвал, это слово. Так вот, значит, как же мы жили? Вот я читаю, я слушаю ровенские паблики, там, львовские, а як мы вот жили при немцах, а як мы вот это, понимаешь? Так как мы жили? Были немцы, были фашисты, а были местные полицаи. Были местные полицаи, которые с этими нашивками, значит, мордовали всех граждан на то время Украины. Сейчас ничего не поменялось. Вот эти же только ТЦКшники ездят, хватают и мордуют украинцев. Есть ТЦКшники и есть простые люди. Но между ними затесалась такая фишка, такая структура, которая называется полиция. А полиция где? Полиция же должна защищать людей простых. Нет. Полиция помогает ТЦКшникам. И вот две, то есть одна структура, законная полиция, которая начинает гоняться за людьми, помогает тем бандитам, которые называют себя ТЦКшниками, да, которые вообще непонятно, кто там. Там, безусловно, есть люди, которые воевали, но я вижу украинские паблики, очень многие начинают такую пропаганду. Послушайте, не все в ТЦК сволочи, там есть вот ребята вот служили, вот есть ребята воевали, они честные, а они порядочные. Возможно, такие есть. Но в массе своей, Саша, в массе своей, проблема номер один для простых украинцев – это ТЦК. ТЦК равно полиция. Все. Вот картинка вам внутри Украины. И что делать нужно Зеленскому сейчас? Наводить порядок? Проводить реформу армии, которую он заявил? Не думаю. Это все слова. Это просто все слова. Реформа армии, снятие вот этих брони у людей, которые имеют бронь. А дальше они пошли. Они говорят, там один какой-то парень мне попался. Я помню, даже иногда мы с ним ходили на один канал. То ли на 112, то ли на News One. Где-то мы с ним виделись. То ли на наш, ЗИК. В общем, и он, я смотрю, сейчас таким стал глашатаем. Такой чисто украинской мовою. Он говорит вот о чем. Это впервые я услышал. Он говорит, что в Европе живут очень миллион украинцев, которые обращаются в посольства и в другие консульства за помощью для того, чтобы им продлить документы, получить какие-то, скорее всего, либо продлить документы, либо получить справки, либо получить новые документы. И он говорит, там повинні бути в той час представники рекрутингового агентства украинского. Не буду дальше на украинском языке говорить, потому что нас слушает очень много русских людей, россиян. И вот эти вот рекрутинговые агентства, ТЦК в юбках, да, должны стоять возле посольств и сначала перед тем, как человек заходит в посольство, они ему говорят, подь сюда, а ну-ка покажи, значит, ты легально выехал из Украины или нелегально, а ты стоишь на учете или не стоишь. Если нет, значит, давай обратно мы тебя отправляем на Украину. Но не они будут отправлять, а уже полиция или правоохранительная система той же Германии, Польши и так дальше. То есть этот молодой человек, который прыгает и хочет стать главным пропагандистом Украины, он говорит о том, что нам мало снять бронь сейчас и отправить людей на войну, тех людей, которые на Украине. Нам нужно еще с Европы забрать людей, надо их сначала определить, потом забрать, потому что ж они по Европе ездят. Сегодня в Минсоцполитике вы выдали новость, тоже надо разобраться, а кто там у нас? Мы хотим получить все данные, вообще все подробности о том, а какие там украинцы в Европе. И, соответственно, работают над этим вопросом. То есть это означает, что там женщина, мужчина, ребенок, пенсионер, какая разница, уровень дохода, а что там за карточки у тебя, той страны, где ты находишься, или еще там украинской, а есть ли там удаленка с Украины, а есть ли там какие-то, то есть вот обычные вопросы. Короче, собрать, систематизировать. Возникает вопрос, зачем? Зачем? Ответ очень плохой, но он простой. Для того, чтобы Украина дальше продолжала войну.
Украина должна продолжать войну. Зеленский взял на себя обязательство продолжать войну. Он это будет выполнять. Он обязан это сделать. Реформировать, не реформировать. Он должен обеспечить минимум 300 тысяч новых штыков для того, чтобы их отправить на фронт. Зачем он должен отправить их на фронт? Потому что я читаю Зеленского, Федорова, Бровди, этого самого Мадьяра. Я читаю Елизарова, бывшего продюсера вот этого студии Шустера, да, «Свобода слова», да, украинского. Я всех украинских этих лидеров перечитываю, пересматриваю их заявления. Они говорят об одном. Они говорят о том, что Украина должна внутри себя просто защитить, стать крепостью стать. Дальше беспилотники должны сделать килл-зону, минимум 50 километров, чтобы никто из русских не мог нападать. А остальные большие ракеты или беспилотники, это сейчас уже очень тяжело иногда определить, это беспилотник или это все-таки уже ракета. То есть настолько параметры, еще, скажем, на глаз тяжело, специалистам понятно. И вот эти беспилотники, телеракеты должны бить по территории России и перенести войну на Россию. Все, здесь мы защищаемся, здесь мы крепость, а остальное мы херячим по России. И главным приоритетом, как говорит Мадьяр, он же Бровди, он говорит, у меня же вот эта ебальная система, прошу прощения, ебальная, это не, потому что русские подумают, что я матюкаюсь. Это такая есть система на Украине, называется ебалы. И за каждый активный, скажем, за каждую активность со стороны украинских вооруженных сил ударили по ударили по орудию, ударили по жилому дому, ударили по беспилотник или ударили по живому русскому солдату, начисляется бальная система. И с этих баллов любое подразделение может закупить себе беспилотники разного вида, да, беспилотники-разведчики. Так устроены сейчас дела украинских военных. Так вот, Бровди говорит, самое главное для нас, прицел номер один, это живая сила. Мы должны убить как можно больше русских, потому что ни танки, ни снаряды не стреляют сами. Если мы будем убивать много русских, некому будет, значит, заряжать это все, и некому будет стрелять у нас. Это такая циничная цель у вооруженных сил Украины, у разных войск. Зеленский обязан, как политик, говорить об этом и обеспечить всех остальных деньгами. За деньги он едет в Европу. Европа ему говорит, ты должен воевать, ты должен сам набрать воинов, мы тебе поможем. Да, в твоей мобилизации частично мы передадим тебе украинцев, которые в Европе. Вот зачем. И эта война сколько должна длиться? Выходит такой Беня Коломойский, олигарх. Да, вот там периодически выходит, вот на этой неделе тоже вышел, ему задают вопрос, и он сидит в здании суда, и он спокойно, как свободный человек, говорит, война, говорит, по моим данным, по моим сведениям, будет длиться еще 3 года. Как свободный человек, да. Это да. Свободный человек. Свободный человек. Но ему же дают право говорить, понимаете. А другие говорят 1,5-2 года, третьи говорят какие-то сроки. Но так или иначе, если все это резюмировать, Саш, такое впечатление складывается, что Украина приняла решение воевать дальше, продолжать войну теми средствами, которые есть, на протяжении от 1,5 до 3 лет. Как получится? Ой. Ну, давайте тогда, раз мы так зашли в эту воду, да, сколько будет продолжаться война, Коломойский. Тут в Варшаву включился Залужный, конференция по безопасности, и говорит, что, в общем, он рассуждал об этой конфликте, рассуждал о конфликте власти и населения, представляете, из-за того, что мобилизация, угроза демографии, значит, процитирую его, именно вопросы мобилизации и методов проведения все больше становятся центром конфликта населения страны и с органами госаппарата. Мы будем говорить о будущем, пожалуй, о самом тяжелом из нашего будущего,
в длительной войне, завершение которой для нас становится все менее очевидным. Несмотря на сомнительные варианты, сегодня способов завершения войны, с одной стороны, очевидно, что для Украины открывается и целый спектр возможностей, как не победы, то минимизации потерь, формирование долговременной оборонной стратегии с другой стороны. Считают, что Украина отдала инициативу на поле боя России, стала реагировать только на вызовы и на системную работу противника, почти на всех участках фронта реагировать по такой же методике, конечно, ценой иногда очень больших потерь. Говорит, что в Украине и на Западе стали поддерживать избранную Россией промежуточную концепцию нанесения своими действиями из-за собственных потерь, критических потерь для вооруженных сил Украины. И это вот безальтернативно заводило Украину и ее будущее в зависимости от демографии и, как следствие, в неизбежность поражения. Сложно, витиевато высказался, понятно. Он там, если проще, то, вот эти 3 года, это вот понимаете, вот тоже это то, о чем я говорю постоянно, и меня приходят комментарии там постоянно, ну что, Шелест, типа, закончилась война до Нового года? Вот это вот все. А я всем растолковываю, говорю, смотрите, не получится. Вот есть окно, до Нового года было окно возможностей. Конечно. Очень, очень четко. Сейчас вот они перешли, там Зеленский переформатировал, там подстроил свои там струны власти. Опять-таки пленки Миндича тогда вылезли. Сейчас вылезли новые пленки Миндича. Опять будет там чего-то. Видите, 0 комментариев по поводу того, как у нас все делается в политике. Более того, вчера Блумберг вечером написал о том, что Умеров отправляется в США. Умеров. Да. Люди так посмотрели на это сообщение. Понятно почему. Потому что, а вдруг обстрел 9 числа, надо быть там, ближе к семье, понимаете? Там. Да. То есть идут эти переговоры. Я всем, вот это же примерно и говорил, то, что так очень и очень коряво сложил в одну там свою речь на Варшавском форуме Залужный, что это все равно все упрется во что-то. Вот опять-таки, все вот кричат дроны, 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 дроны. Так смотрите, все искусство. Так начнем. Придумали этот меч, придумают и щит. Всегда, на протяжении всей войны украинцы чего-то там выдумали, например, россияне, раз была волна рэп, помните, везде был рэп, Конечно. рэп. Конечно. Да. Раз превзошли, рэп отпал там, потому что дроны другие стали, придумали другие, дроны-перехватчики, все кричат только об украинских дронах-перехватчиках, так в России тоже есть дроны-перехватчики. И это все равно это все будет. Причем даже в аналоговом виде повесят там 4 дирижабля с 4 сторон, закроют этот НПЗ с сетками и стреляй, понимаете, по сеткам. Условно. То есть все равно это все пройдет. Но Украина уже уперлась в эту демографию и в поражение. Когда украинцы внутри кричат «елки-палки», индуса зовут и больше ему платят, чем мне. Вот давайте по порядку. Во-первых, для наших слушателей, зрителей я скажу 2 вещи. Я, в принципе, рад и благодарен, что у меня есть возможность говорить с Александром Шелестом на его площадке. Потому что я говорю то, что я думаю. Александр Шелест, он профессионал, я знаю его еще по Украине. Его знают все как журналиста. Это профессиональный журналист. Слушайте, это было, есть и дай бог будет. Третье. Когда Александр или я, или кто-то из его гостей говорит экспертизу, он говорит от себя, свое мнение, зная информацию, оперируя информацией, какими-то данными, я тоже говорю свои прогнозы. Сбываются они? Зачастую нет. Иногда да. Но самый главный прогноз, который я сейчас хочу сделать, вот смотрите, вот я человек, я бы хотел, чтобы война прекратилась сейчас, вот прямо вот в сию секунду, раз, и прекратилась. Не прекратилась. То есть то, что я хочу как человек, как и вы, пока, к сожалению, не происходит. Есть другие люди, которые принимают решения от тех обстоятельств, в которых они сейчас находятся. Когда мы видим, что Соединенные Штаты Америки ведут войну против Ирана совместно с Израилем, вы смотрите, выходит Марко Рубио, президент США, или наоборот, и оба говорят, все, вот эта атака, которая у нас была, она закончилась. Атакующие действия закончились, да? Хорошо, мы приступаем к другим атакующим действиям или защитным, таким-то. Третье, мы ведем переговоры. Хорошо. Ровно такая, и когда мы это видим,
мы понимаем, ну да, это Америка. Ровно такие же вещи происходят на Украине, ровно такие же вещи происходят в отношениях России, Украины и Европы. Война ведется всегда одинаково. Есть способы ведения войны. Вот по способам ведения войны на сегодняшний день, это не только мое мнение, война, я могу сказать одно, и это не только лично мои соображения или воображения. Я слышу многих комментаторов, именно военных специалистов, и не только украинских, российских, а и в других странах мира. Все говорят одно, что на сегодняшний день наиболее боеспособных армий, именно вооруженных сил, в мире всего две. Это российская или украинская. Хотите, украинская и российская. Это наиболее боеспособные армии, потому что они воюют. Они начинали войну одними средствами. Сейчас война ведется совершенно другими средствами. Абсолютно прав, Саша, ты в том, что придумали что-то на Украине. Послушайте, ну давайте объективно. В 2022 году Украина покупала байрактары турецкие, беспилотники, запускала их потом на основании этих байрактаров, пыталась сделать что-то свое. Украина покупает на рынке третьих стран все, что производит Китай, Китайская Народная Республика, впереди планеты всей по беспилотникам, по робототехнике и так дальше. И она продает свои изделия. Украинцы покупают через третьи страны, значит, оно приходит, приезжает, его привозят на Украину, там собирают и отправляют на фронт. Ровно так же действует Российская Федерация. Покупала беспилотники в Иране, сейчас она покупает продукцию китайскую и, конечно же, производит свои. Я имею в виду класс беспилотников. Кто-то кого-то обогнал, да, кто-то придумал двигатель новый, кто-то быстрее организовал это, там, скажем, в беспилотные силы, кто-то позже, но так или иначе это все выравнивается. Есть другая вещь, более серьезная, чем беспилотники. Это то, что происходит на Земле. И когда мы смотрим, а что же происходит на Земле, и о чем, собственно говоря, сказал Залужный. Знаете, когда вы цитировали Залужного, мне бы стало смешно, вот почему. Как-то я работал в министерстве одном и написал докладную. Ну, докладную написал, там, значит, прихожу к замминистру, он прочитал это все и говорит, знаешь, повернул эту бумагу обратной стороной, говорит, а теперь все, перескажи, что там написано. И именно такими словами, как ты написал. То есть я такой, ну, я написал бюрократическим языком, понимаете, поэтому лучше бы Залужный не нес эту херню, которую он ничего не понимает. Лучше бы он говорил своими словами. Он же все-таки генерал, пусть там отставки, пусть бы он говорил русскими или украинскими словами то, что он хочет сказать. Потому что когда дальше, то есть те люди, которые ему написали, он что-то там перепечатал, но он не может, это не его слова. Ну, не его слова, вот и все. Поэтому, ну, смешно делаете из человека, слушайте, политтехнологи, но прекратите издеваться над Залужным. Другое дело, в чем смысл? Что сказал Залужный? Он говорит, мы не в тупике. Когда-то он написал статью, что война на Украине в тупике. Нет, нету никакого тупика. Есть поступательное, еще раз говорю, продвижение вперед российской армии. Поступательное продвижение вперед. У вас есть, Саша, у вас есть много экспертов, которые военные на вашей площадке, да, тот же Саша, тот же Арестович, ну, многие, да, Леша Арестович. Я скажу от себя, я вижу данные, которые публикует Украина, официальные, которые публикует Министерство обороны России и военные эксперты с украинской стороны и с российской. Все говорят о том, что Сумская область идет наступление российской армии, Харьковская область идет наступление российской армии, Донецкая область идет наступление российской армии. Да, оно идет тяжело, оно идет сложно, бывает контрнаступление, серые зоны переходят из рук в руки, но тем не менее по факту заканчивается месяц, результат такой, заканчивается второй месяц, результат такой. И, наконец, Зеленский говорит, у меня есть сведения, он встретился с руководителем внешней разведки Украины, и тот ему проинформировал его, что Россия вот-вот готовит свое наступление летнее, потому что уже везде зеленка, деревья покрылись листьями, кусты, а беспилотники, скажем, не все видят, и поэтому готовится наступление российской армии, говорит Зеленский.
Говорит Сырский, главком вооруженных сил Украины, что Россия давит по всей линии фронта. Вот вам реальность. Да, в беспилотниках на сегодняшний день, безусловно, преимущество, я еще раз говорю, на сегодняшний день есть преимущество Украины. Какое это? Но есть огромные преимущества у России, как по тому, по продвижению, то, что называется на земле, ну и давайте возьмем карту Украины. Давайте возьмем за неделю, какое количество ударов было нанесено российской армией по территории Украины. Причем как по Киеву, Киевской области, Днепропетровской, Одессе, по Западной Украине. То есть это что? Никто не видит? Это что, никто не понимает? Вот о чем говорит Залужный. Залужный говорит о том, что нету никакого тупика, есть преимущество у армии Российской Федерации. На это нужно обратить внимание. И последнее. В этом анализе, и вы сказали, вот прибалтийские страны. Ну, в Латвию залетели дроны. В Латвию. Они знаете, что говорят? Это российские дроны залетели. А все такие, конечно, ну да, российские. Конечно. Ну так пусть предъявят счет. И это же убыток. Пусть пригласят россиян, как тоже эксперту, потому что если ты говоришь, что это твои, пригласи, может, они согласятся, может, российская армия придет в Эстонию, российские эксперты придут в Латвию посмотреть, это их дрон или не их дрон. Ну, давайте сделаем так. Ну, слушайте, ляпать это такого, от лукавого. На самом деле, и Финляндия, кстати, премьер-министр Финляндии встретился, когда он встречался в Ереване с Зеленским, он ему сказал, Патчиков, не надо, я не разрешаю летать через Финляндию. Ровно такая же ситуация в Латвии. Да, вот беспилотник украинский упал в Латвии. Кстати, на неделе была информация, что некоторые беспилотники украинские падают на территории Казахстана. Вот. И это тоже есть, такая новость появилась. Но суть вот в чем. В дальнейшем закончится 9 мая, наступит 10 мая, как вы спрашиваете, очень такой, конкретный вопрос. Что будет дальше? Дальше война будет продолжаться. Что дальше в войне? Если Залужный, если Сырский говорят в один голос, только по-разному, что Россия имеет преимущество на поле боя, Россия накопила снаряды, Россия скопила определенные силы, да, а возможно она перейдет в атаку. Так может в этот момент сказать перемирие на 9 мая, 8-9, хорошо, мы согласны. Выдержать перемирие. Дальше сказать, а давайте мы продлим это перемирие. Может такое быть в теории? Если может. Хотим мы с тобой, хорошо, я буду о себе. Хочу ли я такого? Конечно, я хочу. А возможно ли это? Вряд ли. Вряд ли, потому что деньги оплачены, за все заплачено, все должно идти вперед. И количество жертв при этом не имеет никакого значения, потому что есть еще сила ухилянты, и сколько там, 1 800 000 или 2 миллиона. Есть еще сила вот эти СЗЧшники или сочники, как по-разному их на украинском и русском языке называют. Их там от 280 до 500 тысяч. Есть кем воевать. Давайте вот еще такой момент рассмотрим. А он такой очень глубокий на самом деле. Это так кажется на поверхности, ерунда какая-то. Ну, очередной, вы его знаете хорошо, Дмитрий Корчинский, очередной, скажем так, казалось бы, да, очередной поток воспаленного сознания. Ну, и ничего более. Но нет. Ну, вот не совсем нет. Ну, вот не совсем да, не совсем нет. В общем, смотрите. Есть что-то важное в этом бреде, который он несет. Давайте пытаемся докопаться до истины. Нам как строит пропаганда? И строила из 22-го, там, украинцы будут встречать как богов, мы вот такие, вот если нас не устраивает, мы вообще вот так раз Майдан соберем и выгоним там Зеленского, кого бы то ни было, мы свободолюбивые, мы там, там русские рабы, вот что ж вы тут, давайте, будьте как мы. Правда, сейчас похихикивают по поводу этого ТЦК и вот этих новых нововведений, всяких там новых решений, которые направлены на то, чтобы всех загнать то ли в цифровое, то ли в физическое, военное вот это вот рабство, потому что против воли все происходит, этого мы касались. Корчинский выходит и говорит, что надо распустить Верховную Раду, структуры местного самоуправления и передать всю полноту власти ставке Верховного Главнокомандующего. Ну, в общем,
Узаконить диктатуру нужно, понимаете? Далеко ли, вот тут Кость Бондаренко написал у себя, говорит, ну надо как бы уже скоро вводить примат непогрешимости Зеленского. Ну, а чего? Ну, а правда, ну, вот там, прям не дожидаясь пленок, ну, там, новой порции, все же знают, что есть пленки, на них записано Зеленская, Зеленский, и рано или поздно, вот только когда, непонятно, когда это же опубликуют, надо вот сейчас принимать вот подобные решения, всех распускать, ставить ставку. Я просто вчера вот в шуме показывал, Черноморск атакуется безбожно, ну, это портовый город. Там Да. масло разлилось, в общем, это все урон, ну, в общем, кошмар. А там мэр такой, хороший такой, усатенький дядечка, говорит, а я на фронт пошел. Не, я остаюсь, я как бы мэр, я вернусь и буду продолжать, а так я на фронт. И все, и так благодарит, и все такое, ой, какой хороший мэр, пошел на фронт. А я так немножко, так знаете, начал, так котелочек вари, 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 начинаю вспоминать, а там один мэр пошел, второй мэр пошел, третий мэр пошел на фронт. Понятно, что их на фронте никто не видел, имеется в виду на нуле. Они не там, не жрут сухой горох, понимаете, и они где-то там, где надо пристроены, а город в чьих руках? Ой, как интересно становится. Получается, что в принципе к этому идет, о чем говорит Корчинский. Города подминаются, вот этих мэров отщелкивают. Он, Труханов, вышел с откровениями, говорит, меня там лишили гражданства. Это... Ну нет Труханова, и Нет, все. да. То есть, ну давайте тогда Раду разгоним, оставим одну ставку, введем институт непогрешимости Зеленского, а дальше уже и пленки нипочем, и эти все ветра геополитические. Но, видимо, Корчинский не просто безумец, а он, знаете, он как шут. Он как бы говорит то, что не может сказать король. Нам нужен, что говорит, значит, Дима Корчинский? Он говорит, что нам нужен Бандера, только не мертвый, не тот, который был, а живой. Зачем Украине нужен Бандера? Затем, чтобы его избирал не народ, а чтобы его назначала коллегия, братство. Корчинский же возглавляет, организация, по-моему, братство называется его, но называлась когда-то раньше. Потом уже дальше у него много других организаций. Так вот, братство или другие, еще такие подобные организации собираются и серед себе, поміж себе обирають гетьмана Бандеру. Давайте современный, ну, у нас и есть, давайте назовем, зачем нам Бандера, он уже в прошлом, Зеленский. И вот так избрали Зеленского диктатором, избрали его гетьманом. Вот он гетьманует. Понятное дело, что Дима и его подобные коллеги получают свои должности. Кто-то занимается пропагандой, кто-то занимается войной. Они живут. Их семьи живут, у них все хорошо. Они так готовы. Знаете, Саша, я знаю Диму. И я знаю его с 90-х годов. Я понимаю его голову. Я понимаю, что он говорит и зачем он говорит. Он так думает. Поверьте мне, я просто люди, которые, может быть, думают, что он как бы не совсем нормальный. Нет, он абсолютно нормальный человек. Он не шизофреник. Он так думает. И есть такие люди на Украине, которые думают так, как он. Мало того, он видит тенденцию, которую вы только что охарактеризовали. А зачем Труханов в Одессе? Да не нужен он. А зачем Киеву Кличко? Тоже не нужен. Но к этому все равно придет. На Кличка накатывают, к этому все равно придет. Нужна форма, некая организация, которая будет называться государством. Даже она может остаться название Украины или как-то по-другому, с диктатором, который будет править вечно. Кто будет другим диктатором, будет решать его окружение. То есть окружение диктатора. Это вот так. Это такая форма правления, при которой, что говорит дальше Дима? Если собрать его высказывания ранешние, он говорит, что, слушайте, на Украине должно жить, ну, не больше, ну, там, 12, ну, максимум 15 миллионов людей. 5 миллионов из которых это воины, которые будут воевать. Вот воины, да. Мы должны, как вот Израиль, быть, вот у нас должна быть армия, у нас должны быть постоянно люди, которые воюют. Их 5 миллионов. А остальные вот эти там 7-10, да, это свинопасцы, да, это те, которые будут обслуживать воинов. Вот, и все. Нам больше, говорит он, ничего не нужно. Сейчас это Зеленский, потому что, ну, он оказался, ему доверяет и так дальше.
мы ставим на него. Завтра мы его сменим, поставим какого-то другого. И вот такая идея, это уже не идея, это уже она начинает потихонечку превращаться в реальность. Это все сейчас происходит на наших глазах на Украине. Это все реально. Это не миф, это не идея, это не какое-то высказывание, скажем, неонациста или кого-то. Нет. Это все происходит. Возможно ли такое будущее? Почему нет? Почему нет? Мало того, смотрите, в нашей нынешней реальности украинской, вы на это обратили внимание, свинопасцы могут быть не только украинцы. Украинцы пусть выезжают. Приедут работники в свинопасцы с Бангладеш, с Индии, с других стран, где люди бедные, и они могут приезжать и работать за копейки, за гроши, за еду. Почему нет? Вот уже мы уже видим на Западной Украине, да, в Ивано-Франковске, мы видим на Закарпатье, там мы видим много мест, куда приглашают иностранцев, да, вот из беднейших стран, и замещаются украинцами. И смотрите, какая классная вещь получается. Масса украинцев, миллионы украинцев идут нафиг, ну куда угодно, пока что идут, да, куда, вот убегают. Остается элита, вот 5 миллионов, не больше, ну потому что это военные, их семьи, их любовницы и так далее, и так дальше. И окружаются свинопасцами и воюют 50 лет, 100 лет, 200 лет. То есть превращается такая, это даже не Израиль, в центре Европы образуется такое военное формирование, где будет править один человек или коллегия диктаторов, куда все будут сбрасывать деньги, и которая будет, как вот огромная такая частная компания, нападать на те страны или делать то, что... Так они уже это делают. Вчера Зеленский дает отмашку, говорит, ЧВК, законодательство готовьте. Сегодня Клименко, министр внутренних дел, говорит, вот будет у нас ЧВК. Ну. Вы даже углубляете этот анализ. Абсолютно с вами согласен. То есть ветеранов войны тоже нельзя бросать. Давайте мы сделаем так получается, ЧВК из ветеранов. Так, подождите, получается-то война заканчивается. Война заканчивается или война переходит в другую стадию и другими средствами? Нет, ну смотрите, войну я называю это горячая линия фронта, обстрелы по городам. Поняла. То есть вот это заканчивается. Вы хотите сказать, что боевые действия, которые сейчас происходят, заканчиваются? Да. А дальше? Вот. А дальше что? Теперь понял. А дальше Зеленский будет генеральным директором нескольких фирм ЧВК. И будет, вот так сказать, там, вот в Саудовскую Аравию отправлю беспилотников там побольше, ну, чтобы ПВО, да, беспилотники сбивать. А отсюда мы там, а в Африку там хорошие ребята, они мне там платины пришлют или какого-нибудь там, не знаю, кости слоновой, ну, например. И вот, а туда мы отправим каких-нибудь там дроноводов, а сюда мы отправим еще каких-нибудь. А тут у нас пехота ходит, а пускай в Мали повоюют, например. Я помню, я продолжу вашу мысль. Я помню, что буквально, по-моему, 10-й день или там 2 недели прошло, начало войны США и Израиля против Ирана, и тут же делегация украинских экспертов с беспилотников МИ поехала, по-моему, в Иорданию. Буквально через 10 дней уже было сказано, что украинцы, специалисты, вот, уже уехали в Иорданию. А дальше они ездили по странам залива, а потом уже туда приехал Зеленский. Саш, смотрите, давайте так. При условии, что ВСУ выходят из Донбасса, при условии, начинают выходить из Донбасса, выводятся войска, да, тут же стартуют мирные переговоры. Такова логика России, такова логика руководства России на сегодняшний день. ВСУ выходят из Донбасса, тут же начинаются переговоры. Они заканчиваются, ВСУ покинуло Донбасс, есть некая зона, да, санитарная, буферная, как это называется. А что за ней? Вот вы сейчас сказали, что за ней, да? Если Россия видит вот этот этап, дальше видит буферную зону, а вы говорите, а вот Украина нынешняя уже превращается в вот эту вот огромную ЧВК, где оказываются услуги, да, действительно, африканский континент, он, видите, то одна страна в огне, то другая страна, то Мали, то еще, то там постоянно, там же есть
диктаторы, законно избранные, и законно избранные, там постоянно война, там постоянно... И действительно, там очень много вот алмазов, золота, других ископаемых. И как бы туда будут отправляться в том числе украинские ветераны и так дальше. Рассосется, вы так думаете? О, рассосется. Рассосутся все те, кто принимал участие в вооруженном конфликте, в войне. Они все рассосутся таким образом? Нет, смотрите, тут же хитрее история. Тут не для того, чтобы они рассосались и куда-нибудь их загнать подальше. Что такое ТЦК? Кроме того, что это полицаи перед 9 мая, вот мы говорим. Это вот тоже, это, ну, как бы, у них карт-бланш от Зеленского. Покрышка. Это частные военные компании Да. под крышей государства. По Вот так. отлову народа. Абсолютно. Да, там он же функции у них есть. Клименко ж вышел, говорит, охранные, специальные там оборонные функции, какие-то еще. Они будут внутри страны. Они внутри страны будут, понимаете? Они будут, слуги, опричнина будет, понимаете, слуги государевы, и все. А другие какие-нибудь там, без ножек, без ручек, недовольные, там же много солдат недовольных, они периодически Да. выступают, они там прозревают от того, что происходит с ними, с их друзьями. Только кто-то там замутил какую-то, они сразу туда раз и надавили. Тут же тоже очень интересная история. Они взяли, вот, например, в полиции, все Голосеевского стрелка, да, помнят, это так вот был Да. действительно такой переворот. А там же была другая история, мы с вами, по-моему, обсуждали. Пришли к ветерану, ветеран там начал стрелять, пострелял полицейских, его убили. А там подноготное там интереснее на самом деле, да, то есть непонятно, кто прав, кто не прав. После этого дальше, значит, поменяли из Константиновки, рассказывает там один эксперт, взяли полицейского и отправили туда, ну, чтобы усмирить ветеранов, потому Да. что как бы боевой полицейский из Константиновки нашел с ними общий язык, а любой другой бы, ну, не нашел бы. Вот так и будут действовать, вот такими очагами, вот такими воеводствами. И все нормально, и смотрите, какая классная структура получается. Я просто накладываю это на модель Корчинского. Я все понял. Все, вашу логику я вначале не понял, куда вы клоните, а теперь все, да, все сошлось. Смотрите, Саша, это возможно, это происходит. Вопрос один. России это надо у себя под боком? А вот вы сняли у меня, значит, с языка это слово, нужно ли это России? И второе, а нужно ли это Европе? Вот так или иначе, я свое мнение скажу, что, конечно же, России это не надо. России нужна безопасность. А видя такое будущее у себя под боком, а рядом, это не под боком, это совсем рядом, это часть, России это не понравится. Она не будет согласна с этим, потому что безопасность Донбасса – это цель СВО. СВО может закончиться, а дальше, если будут вот такое будущее в том, что называется нынешняя Украина, России это не понравится. Россия может поменять цели, Россия может изменить свое отношение к этому. Ей точно не будет все равно. А есть, это мое мнение, есть в России мнение, скажем, части патриотов, которые приблизительно, я говорю приблизительно, они не как Корчинский, но они говорят о том, что Путин должен сделать ставку, что хватит СВО, что надо воевать по-взрослому, то есть нужна мобилизация. То есть есть такие люди в России, которые хотят продолжения войны. Есть такие люди в России, которые хотят стереть с лица земли Украину. Это есть такие высказывания, да, я их слышал иногда. Но я не слышал никогда заявления вот лидеров Российской Федерации, президента, я уже назвал фамилии, или главу МИДа, я не слышал. Я даже депутатов Государственной Думы, скажем, которые иногда высказывают свое мнение, да, я не слышал таких заявлений, что вот стереть с лица земли. Но я уверен, это мое внутреннее убеждение, что Россия этого не потерпит. Такое образование у себя рядом Россия не потерпит, потому что это угрозы будут постоянные. Слушайте, никто не хочет жить, никто не хочет оставить после себя жизнь детям, чтобы откуда-то шла угроза. Поэтому Россия это не потерпит. Касательно Европы, я думаю, что и Европа этого не потерпит, потому что это же субстанция,
она не может быть законсервированная. Она должна двигаться как на восток, так и на запад. И я посмотрю, как будет реагировать Польша на это. Да, Польша это, кстати, очень интересно, как будет реагировать. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли, и с наступающим Днем Победы. Спасибо большое всех, с наступающим Днем Победы. Успехов, здоровья, процветания и самое главное, будьте счастливы. Берегите себя, добра и света. Увидимся.